24-летняя медсестра по имени Эмма работала в частной клинике, где ухаживала за неизлечимо больными пациентами. За 3 года службы она видела многое: слезы, страх, отчаяние, редкие улыбки. Но один случай навсегда изменил ее представление о жизни и человеческой душе. Ее новым пациентом стал 85-летний миллиардер, мистер Харпер. Когда-то его имя звучало в деловых кругах по всему миру. Он строил империи, владел компаниями, определял судьбы людей. Теперь же он лежал в палате с видом на море, тихий, осунувшийся, почти безразличный к миру. Дни проходили в тишине, нарушаемой только звуком капельницы и шорохом волн за окном. Эмма замечала, что в его взгляде не было ни гордости, ни сожаления, лишь усталость. Она выполняла свои обязанности с привычной заботой. Измеряла давление, следила за лекарствами, читала ему книги, хотя он почти не реагировал. Но однажды, когда она поправляла ему подушку, Харпер тихо прошептал: «Я хочу увидеть рассвет на океане. Последний раз. Не из окна, по-настоящему». Эти слова застряли у нее в сердце. Медицинские правила запрещали вывозить пациента в таком состоянии, но Эмма знала, отказать ему значило лишить человека последней мечты. На следующее утро, пока дежурные еще спали, она тихо вывезла его в кресле на террасу у склона. Воздух был прохладным, пах солью и соснами. Небо постепенно светлело, и первый луч солнца коснулся воды. Харпер открыл глаза, долго смотрел на горизонт, и по его лицу скользнула слабая улыбка, как будто он снова увидел жизнь, которую прожил. Он не сказал ни слова, только сжал ее руку, крепко, как человек, который прощается без страха. Через несколько минут дыхание стало ровнее, потом тише и остановилось. Эмма сидела рядом, не плакала. Она чувствовала, что сделала для него самое важное, вернула ему мир в тот миг, когда все остальное уже не имело значения. Позже врачи и руководство клиники узнали о случившемся, но никто не осудил ее. Наоборот, в ту ночь, когда Харпер ушел, в его завещании нашли короткую строчку: «Спасибо той, кто показала мне рассвет». Эмма долго потом вспоминала тот утренний свет, мягкий, золотой, бесконечный. И с тех пор она знала, иногда одно доброе дело стоит целой жизни.